Ну что же, добро пожаловать в новый формат моих видео. Место, где я буду рассказывать про удивительный мир странников в их естественной среде обитания. А теперь серьезно. В рамках серии «Странники и то, где они обитают» я расскажу про подкласс для ДНД 5 редакции, придуманный мной, который связан со странниками, расой из моего мира Королевства Честности. Про 5 редакцию не зря уточняю. Зря решил эту серию начать, потому что скоро должны будут выйти новые правила, которые меняют классы и подклассы. Ну что же, будет причина выпустить переиздание этих видео. Но в первой части этой серии я посвящу внимание изобретателю, которого неизвестно добавят ли быстро в новом ДНД, так что ладно. Сразу предупрежу, в этом видео будут небольшие спойлеры к моей компании Королевства Честности. В основном просто о мироздании и о существах, так что, смотрите без сильного страха. Но для начала, что это вообще за подклассы и почему я начал это делать? Все довольно просто. Нет. В упомянутой компании есть 2 игрока, которые погрузились в мир странников, и из этого получили новые способности. Первый получил мультиклассирование в новый класс, который он развивал по мере игры, а второй получил усиление текущего класса от этого. Мне повезло с тем, что оба игрока были одного класса, однако в следующий раз мне, наверное, так не повезло бы. Это погружение не зависит от класса, поэтому мне пришла идея, а что если подкласс «Странник» будет доступен каждому классу? Особый подкласс для каждого класса, если они захотят погрузиться в этот чудесный мир. Сразу же могут возникнуть вопросы. Придумать подкласс для каждого класса? Я сумасшедший? Может быть, мне стоит потратить время на что-то полезное? Да и нет. Поэтому я потрачу время, чтобы ввести в тему, кто же такие странники. Постараюсь ввести в видео тайм-код, чтобы можно было пропустить эту часть, если вы уже знаете, или если не хотите спойлеров по поводу мироздания Королевства Честности. Если вам нужно мега кратко, то можете заменить слово «странник» на «элитит». Одним словом. Принцип примерно тот же, хоть и отличается. Но для тех, кто решил остаться, пожалуй, расскажу. Странники — уникальный живой организм в моей компании и, довольно серьезная сила. В рамках сюжета они играют второстепенную роль, как еще одни монстры на службе короля демонов. Естественно, в честности все не так просто. Просто странники — независимые существа. Но что такое странник? Странник — одноклеточное создание. Миниатюрное существо, которое практически не может выжить вне жидкости. И как же такое существо может представлять угрозу? Крайне просто, потому что это паразитический организм. В мире КЧ воды дальше границ не слишком исследованы из-за того, что они заражены чудищами. Рыбами, которые заражены странниками. Тем же они опасны в быстром развитии и адаптации. Несмотря на то, что странники одноклеточные, они не только этим одиночные, потому что они не собираются в стае. Один полностью может забрать контроль над телом и развивать его без помощи других. Самым страшным противником для странника окажется другой такой же странник. Однако зараженные странниками живут не только в воде. Часть из них создала целое общество на территории демонов. Гуманоиды-осьминоги, которые являются одними из умнейших созданий у демонов. Но это буквально простые осьминоги, хоть и зараженные, которые выбрались на сушу и развились уже там. Однако странники могут заразить что угодно. Им просто нужно добраться до своей цели. И одни из самых опасных заразили людей или других гуманоидов. Как? Это разнится от особи к особи. Возможно, один смог заразить рыбу, которая была съедена птицей, после чего эта птица клюнула человека, и паразит так перебрался. Возможно, паразит остался в пойманной рыбе, которую после этого съели, либо еще каким-то образом. И, чаще всего это значит конец для зараженного. Но в некоторых редких случаях, к примеру, когда ты защищен чем-то, паразит может просто взять и умереть внутри тела или решить сделать что-то другое. Правда, не все странники достаточно разумны для этого. Все же тяжело быть разумным, когда ты одноклеточный организм. Однако есть те странники, которые являются самыми опасными и разумными. Так называемые изначальные. Откуда появились странники? Их принесло с небес. Они монстры, которые появились, пока боги не смотрели. Они этим и отличаются от всех существующих организмов. И с древних времен, когда они впервые появились, оставшиеся первые странники и назывались изначальными. Несмотря на то, что странники не стайные монстры, они имеют свою иерархию. Изначальные странники поделились и дали жизнь другим. Но сделали так, чтобы они подчинялись высшим, чтобы не произошло никаких казусов. И если человеку повезет сразиться с странником, который достаточно высоко в иерархии, то он может не умереть. А вместо этого странник совершит сделку. Все же странник хотят лишь одного — выжить. И убивать носителя паразит не особо собирается, пока ему это невыгодно. И давайте тогда перейдем к первому классу, который может быть заражен этим. Изобретатель. Что же, с изобретателя все и началось, потому что... начнем сначала. Подклассов у него не так много, поэтому хотелось создать что-то свое.
А второе, читая подклассы у класса, который слишком популярен у новеньких игроков, несмотря на его сложность, я понял то, что у него нет подкласса, который основан на основе изобретателя, инфузиях. У друида есть свой круг луны, и другие подклассы используют использование дикого облика для своих приколов. У бардов почти в каждом подклассе улучшается его вдохновение. Монах получает новую возможность тратить сы в подклассах, ну и так далее. Конечно, классы должен добавлять нечто новое, что и делает каждый подкласс изобретателя, но мне показалось, что грустно, что инфузия из всех подклассов используется один раз в броннике. Все. Оно даже больше не упоминается ни разу, кроме как в самой начальной способности и, в броннике в одной. Да, у колдуна есть такое же в виде таинственных воззваний, но, простите, у него есть другая идентичность в виде его уникальности ячеек, короткого отдыха, к этому предмет договора на 3-м уровне и арканум. А что у изобретателя? Управление интеллектом броскам, больше достроек. Все. Причем это тоже не используется в подклассах. Так что я решил создать подкласс, который основан именно на базе изобретателя, инфузиях. Но, конечно же, я не мог не внести свои приколы в это. Так что же базовый изобретатель, который пользуется обычными способностями всех изобретателей, что же можно сделать с ним интересное? Что если он будет инфузировать живые организмы? Зачаровать предметы? Да, довольно интересно. Ну, варвару же доспех не нужен. Так почему бы не инфузировать сопротивление урона прямо в его кожу? Предупреждение, этот подкласс все еще плейтест. Я старался его забалансить как мог, но это все еще нужно тестировать и проверять. Представляю вам подкласс изобретателя. Исказитель. Уникальный подкласс, полученный при возможном заражении странником, либо получен простым изобретателем, который решил посвятить себя больше органической магии, чем механической. Что хорошо сочетается со странниками. Одна из особенностей этих монстров является то, что они не хорошо сочетаются с магией. Поэтому магические предметы создавать им бы было довольно тяжело. И, используя этот класс, ваши инфузии полностью меняются. Из обычных зачарований, руны или других усилений, ваши инфузии становятся более мясными. Все же, инфузии остаются у этого изобретателя. Но с этим подклассом рекомендуется перефлейворить ваше возвращающееся оружие, как то, что на стреле есть небольшая личинка, что приползает обратно со стрелой. Перефлейворить кольцо, что выглядит как червяк какой-нибудь, перефлейворить, ну вы поняли. Ну, давайте перейдем к способностям самого подкласса. Ну и первая базовая способность подкласса — это получение инструментов. Этот подкласс не связан особо с инструментами, поэтому я решил сделать так, что персонаж может выбрать любой инструмент, чтобы им владеть. Так что вы сможете колдовать с помощью инструментов травителя, алхимика, ткача. Что там еще можно использовать для работы с мясом? Кожевника? Следующая же способность — это как раз уникальная способность исказителя. Искажение, естественно. Уникальная возможность использовать инфузии напрямую в какого-нибудь персонажа. Варвару нужно сопротивление психической энергии. Дотроньтесь до него во время долгого отдыха и инфузируйте это в его кожу, словно это доспех сопротивления. Конечно, такую инфузию не снять и не надеть на кого-нибудь другого, но обычно все равно на инфузии надо настраиваться, поэтому это мало вам помешает. А вот такую инфузию не снять легко с тела, как какой-нибудь шлем. Если у вас оторвали торс, на котором у вас инфузия сопротивления, то, наверное, отсутствие инфузии — это не ваша основная проблема. Также на 3-м уровне исказитель получает не только способность искажать, он также может создавать самое настоящее живое оружие. Во время долгого отдыха вы создаете существа, которые играют роль простого оружия своей формой и действием. Даже если вас обезоружили за ключами, вам на помощь придет небольшой живой кинжал. Или дубина, по вашему выбору. Правда, оно не особо самостоятельное, так что если ваши руки связаны, то помощи вы не дождетесь. Так мало того, что вы можете создать экстренный ножик или арбалет в нужной ситуации, на этом оружии еще есть инфузия, которую вы можете сразу же наложить при создании. Так эта инфузия еще и не учитывается в список инфузий. К этому на 5-м уровне получите способность создавать воинское оружие. Возможно, это слишком сильно будет для компании с малым количеством золота из-за возможности создать ручной арбалет за 75 золотых, но продать его точно не удастся никому, да и может быть создано только одно такое оружие. Ну что же, а мы... Goodbye. Переходим к следующему. 5-й уровень изобретателя. К вам приходит операция, которая будет за вами наблюдать. Следящая операция. Кроме того, что это довольно неплохой помощник для ваших сражений, хоть и выглядит отвратительно, вероятнее всего вызовет много вопросов стражников, так при призыве вы можете использовать искажение на нем на халяву. Еще один живой спутник для ваших экспериментов с плотью. А, даже если он погибнет, можете не волноваться. Слежка за вами не прекратится, и скоро придет новая операция. Хотите вы этого или нет? И да, вы можете выбирать внешний вид операции, какой сами захотите. Ну, игрок может, не персонаж. И несмотря на выбор, все вокруг все равно будут считать создание жутким монстром. И способность 9-го уровня — проблеское изменение. Способность, которая зависит от проблеска гениальности. Что, думаю, я только инфузии буду трогать? Конечно нет. Не нужно сделать базового изобретателя. Это как раз одна из его обычных способностей.
Так вот, пропуск изменений позволяет тратить заряд гениальности новым способом. Когда нашего дорогого союзника, который носит вашу мясную броню, или я вам расскажу, попадает атака, вы можете защитить его. Реакции, потратив заряд, вы добавите ему бонус КД, равный модификатору интеллекта. Что просто нужно быть в 5 футов от вашей инфузии. Что это значит? Много. Ведь живое оружие считается инфузией, как и Айбераса. Так что если рядом с любой вашей инфузией союзник, вы можете давать ему бонус КД. Что еще больше показывает вас как саппорта команды. Ну и последняя способность класса. Инфузии вы уже потрогали и исказили. Гениальность тоже полапали и изменили. Что же осталось у изобретателя? Магические предметы и настройки. Ну что ж, последней способностью класса является искажение артефакта. Настраиваетесь на любой предмет и потом думаете: эх, как же хочется его оставить себе навсегда и не терять настройку ни в каких обстоятельствах. И искажение позволит сделать это. Во время долгого отдыха дотрагиваетесь до магического предмета, на который нужна настройка, будто это ваша инфузия или любой другой предмет, и вы искажаете его по своей воле. С помощью этого вы на халяву настраиваетесь на него, эту настройку практически невозможно оборвать, и вы даже бонусом действия сможете его телепортировать к себе в любой момент, пока он находится на том же плане. А если говорить про другие особенности, кроме подкласса, то с этим подклассом ваша душа и изобретение на 20 уровне становится даже сильнее. На 20 уровне вы можете уничтожить свои инфузии, чтобы оставаться с одним хитом вместо нуля. Так вот, у обычного изобретателя может быть всего 6 инфузий. Ну, а у исказителя, давайте посчитаем, 6 обычных, одно живое оружие, одна операция и в сумме 8 инфузий. Так мало того, у вас еще получается дополнительный слот для настройки в виде искаженного артефакта. А это 7 слотов. А значит, при максимальных настройках плюс 7 ко всем сподросткам. Ну что же, на этом я, пожалуй, и закончу первый подкласс, который я сделал. Ссылка на сам подкласс будет в описании, чтобы вы могли получше почитать его. Надеюсь, что это видео вам понравилось, оно заняло куда больше времени из-за всех эдитов, что пришли в голову. Ну, что же, надеюсь, что увидимся в следующей серии. А если все начать с изобретателя, то, вероятнее всего, продолжу я с конца списка классов, а по алфавитному порядку следующий с конца класс — это волшебник. Что же, надеюсь, что вы придете посмотреть на следующий подкласс странника — волшебника вечной памяти.